Приветствую вас в этом заключительном видео по данной серии уроков. И сегодня мы разместим все наши объекты, добавим им освещение и добавим им, собственно, текстуры. Поэтому давайте начнем размещать все то, что мы до этого сделали. Вот здесь можно чуть приподнять, потому как мы сейчас отдельно добавим эту картинку и будем по ней ориентироваться. Но сначала давайте создадим камеру. Создаем ее примерно из того вида, который мы предполагаем сделать. То есть тут он вот так вот под углом находится. Ну и мы, соответственно, тоже вот так вот под углом камеру сделаем. G, Z, Z. Оттягиваем ее немножко в сторону. Переходим в вид с камеры, собственно. То есть тильда и там тянете его тут view camera. Вот. Теперь давайте добавим изображение. Добавим его как референс. Так, и давайте возьмем и... собственно, нашу текстуру, которую мы тут использовали, точнее не текстуру, а вот это вот превью, возьмем его, добавим. И добавим прям видом из камеры, чтобы он просто повернулся так, как нам, собственно, это надо. Затем давайте выберем здесь resolution 1600 на 1200, чтобы был такой же формат. И я возьму, во-первых, увеличу, чтобы оно плюс-минус в камеру попадало. Затем тут теоретически стоит перспектива, поэтому я думаю, что с ней-то можно и двигаться. По крайней мере, точнее не перспектива, а ортографика. Вот, поэтому давайте включим ортографику. И возьмем ортографик scale, назад оттянем и поместимся, собственно, в рамки нашего изображения. Вот как-то так. Теперь давайте... Ну, вот возьмем-ка, я думаю, лучше opacity понизить этой картинки. Давайте создадим plane. Увеличим его. Где-то вот таким вот образом. Тут бы я сделал extrude и Ctrl-B. Вот так вот. Shade Smooth. Так, и теперь я возьму... Так, ну, в принципе, с этого вида... Окей. Можно ли здесь включить, чтобы оно перекрывало? Так. Сейчас. Глубина фронт. Вот, все. Теперь оно будет перекрывать именно сам вот этот вот объект. Теперь давайте потихонечку размещать наши объекты. Вообще, я бы хотел отдельно сохранить этот файл. Поэтому я создам папку отдельную и... собственно, в ней уже буду это все дорабатывать, да. Ну, потом переименую видео 4, но не суть важно. Главное, что это отдельно от того, что мы создали раньше, просто чтобы ничего не испортить. Давайте тут BG напишу, типа background. Так, давайте начнем с книжки. Book. Так, book. Включу, чтобы ее было видно. Возможно, стоит... от нее отталкиваться как от ключевого размера, поэтому я, чтобы ее не скейлить, так, чтобы ее не скейлить, почему-то не могу выделить, вот, уменьшу, буквально, вот так вот, я думаю, просто чтобы не сильно прям менять тот скейл, который мы изначально задали. Так, вот так вот пойдет. Так, книжка у нас есть. А ну-ка, вид спереди. Окей. Все нормально. Так, давайте это все разместим в один empty объект. Я создам куб по ширине, как вот эта книжка. Затем выделяю все. Зажимаю Ctrl, снимаю выделение с нашей картинки, с нашего фона. И тут у нас уже наш основной объект empty, он выделен, поэтому Ctrl-P, Object, Set Parent to Object, Keep Transform, то есть, чтобы просто сохранить, если там что-то мы там меняли. Я уже не помню, это было в прошлых видео, поэтому да. Поворачиваем на 90 градусов. Так, смотрим, оно лежит на полу, вроде бы, уже. Так, чуть-чуть вверх приподниму, чтобы вот эта резинка не так сильно впивалась вниз. Так, и размещу, собственно, по нашей картинке. Ну, сейчас, возможно, оно будет немножко расходиться, буквально потому что у нас
ну, немножко другие пропорции у объектов, но мы плюс-минус будем это повторять. Ну да, тут книжка немножко, по-моему. Так, я вот так посмотрю, по-моему, здесь нету ортографики, судя по тому, что я вижу. Поэтому я вернусь в перспективу. Но сделаю ее больше. 100. Так, GZZ оттягиваю. Вот так вот сделаю. Так, теперь дальше подтягиваю, собственно, нашу книжку. Возьму ее, покручу. Так, теперь по дважды Y нажму и вот так вот поверну. Так, тут оно надо еще выше поднять, чтобы у нас не было, чтобы у нас вот этот вот язычок, он не падал в этот, вниз. Так. Окей. Так, далее. Книжку мы разместили. Давайте разместим вот эту ручку. Так, pen. В принципе, для нее не нужно создавать empty объект, она одна у нас. Надо только ее на пол положить, но она, в принципе, на полу уже фактически лежит. Чуть-чуть буквально ее докрутим. И будьте аккуратны, сейчас по оси Z не перемещайте, чтобы ненароком не разместить так, как нам не надо. Так. 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 Вот так вот, да. Так, на полу она не лежит, поэтому мы берем и опускаем ее. Вот. Так, ручка есть. Хорошо. Далее давайте вот эту галерею, что ли, разместим. Тут эти самые стикеры, не стикеры, эти бумажечки эти не попадают, но это не так важно. То есть тут уже прям надо быть слишком дотошным, чтобы попасть один в один в расположение. Ну, нам это особо сейчас и не надо. Так, у нас называется галерея, по-моему. Это вещь. Так, она у нас... для нее, я думаю, тоже создадим empty объект. Так, empty куб. Растянем его плюс-минус по той же истории. Так, и тут выделяем объекты. Все выделили. Затем шифтом выделяем наш пустой куб. Ctrl-P. Object, Keep Transform. И давайте вытяну пока что в сторону вот здесь. Тут надо прям сильно уменьшить. Так, RZ минус 90. Не, даже не минус, просто 90. Просто 90. Вот, и размещаем, собственно, на книжке. Размещаем. Так, я вижу, что еще поменьше надо сделать. Еще даже меньше. Так. Даже еще чуть-чуть меньше. Так, окей, так уже пойдет. Так, стоит на книжке, хорошо. Оттаскиваем сюда в сторону. Оттаскиваем сюда в сторону. Так. Вот так вот. Ну, опять же таки, скругление тоже не до конца те, но просто потому, что мы скругление просто сами на свое усмотрение выбирали. Это уже такая история. Подтягиваем с этой стороны. Так, и у нас есть вот такая вот вещь. Главное не нажимать Ctrl-A Scale, потому что так мы хотя бы сохраним тот bevel, который мы уже накинули, иначе нам придется просто это все с нуля там переделывать. Так, так, тут некоторые вещи, я не знаю, как они... Я вот, честно говоря, не помню, как они называются. Поэтому будем так смотреть. Так, это не оно. Ну, давайте я буду просто то, что открыл, то и буду размещать. Так. Уменьшаю. Тут кривая, просто мы ее на нужное место размещаем, потому как она у нас не совсем повторяет именно саму форму, что ли, в плане движения вот этой вот кривой, поэтому мы просто размещаем ее в этом месте. Так, давайте просто я буду постепенно открывать и все это размещать. Так, хорошо, в календаре выделяю, создаю, точнее, сначала empty объект какой-то. Так, ну, опять же таки куб. Немножко его в сторону. Так, хорошо.
Он у нас сразу в этой коллекции появился, поэтому я выделяю все. И затем шифтом клацаю на вот этот куб, Ctrl-P, Keep Transform. И просто размещаю. Так я ничего тут не упустил. Не упустил. Вот эти вот штуки почему-то не захватились, поэтому то же самое. Ctrl-P, Keep Transform. Так, да, все окей. Все. Так, не все окей. Вот эта штука тоже не захватилась. Вот, теперь все. Так, теперь я ставлю на, собственно, нашу плоскость. Вот данный объект. Не забываем сохраняться, уменьшаем. Так, по размеру сейчас подбираю. Ну, чего-то вот полагаю, что вот такой вот. Так, и затем ставлю на пол. Он у нас вот здесь вот. Потом уже, если что, мы там дотянем это. Надо еще его больше делать. Потому что когда он на полу стоит, там верхушка не дотягивается. Еще больше. Так, еще больше. Все, я думаю, что так вот пойдет. Чуть-чуть по оси Z раскручу его, потому как он тут тоже там развернут был вот так вот. Так, хорошо. Далее. Ну вот тут видите, то есть тут потому что мы не попали, оно по сути как объект тот же самый, но там где-то угол чуть-чуть другой, где-то вот эти там колечки чуть-чуть поменьше. То есть это такое, что чтобы сделать прям один в один, надо буквально делать, как я сейчас размещаю, вот так надо его и моделировать изначально. То есть я ставил перед собой скорее цель взять и показать вам, как, ну, воссоздать все эти объекты, поэтому если вы поняли принцип, то это уже более чем достаточно. Так, давайте тоже empty объект опять создаем. Все выделяем. В последнюю очередь клацаем на наш кубик, чтобы он желтым подсветился. Ctrl-P. Ну, можно Object, можно Keep Transform, опять же таки. Сейчас это не важно. Так. Теперь нам надо уменьшить немножечко и разместить. Давайте развернем 180, не 180, RZ90. Вот. И размещаем, собственно, наши объекты, немножко уменьшая параллельно. Так, и вот такая вот величина, по идее, подойдет. Нужно только поднять так, чтобы оно нормально стояло над землей. Все. Далее. Так, персонажиков вот этих вот мы докинем. Так, это у нас, которые ручка. Сразу я их двоих буду уменьшать одновременно. Чтобы просто они были одинакового размера. Кстати, сразу же я возьму тут median point верну, потому что мало ли я случайно где-то что-то заскейлю и не замечу. Так, вот, размер вроде тот. Поднимаем по оси Z. Так, нет, надо еще их уменьшать немножко. Даже не уменьшать, а перемещать скорее. Чуть-чуть разверну. Чуть-чуть по оси X дважды клацну. И вот поверну вот так вот их. Более интересно. Немного меньше все-таки сделаю. Так. Он не стоял у нас на полу, тогда не надо меньше. Просто вниз поставим. Я бы даже сказал больше, что ли. Так. Ну и вот так вот на пол пойдет. Сюда мы вот этого размещаем. Так, крутим его. Крутим теперь дважды по оси X. Он у нас на полу стоит, вообще не пойму. Да, на полу, только его надо доразместить. Уменьшить. И поставить на пол. Вот так вот. Поставим его в это место. Чуть-чуть подальше буквально, чтобы не было соприкасания вот в этой маленькой такой точке. Это будет не так красиво просто выглядеть. Далее. Так. Тут у нас такой массивный прям объект. Я его сразу в сторону просто оттащу, чтобы лучше ориентироваться. Так, создадим empty объект. Опять же таки куб. Я его
Немножко увеличу, чтобы он был по размеру. Так. Окей, пойдет. Выделяем все. С Ctrl я зажимаю, снимаю выделение с вот этой вот штуки. И затем, тут желтый у нас уже выделен, поэтому просто Ctrl-P, Object. Так, и разворачиваем на 90. Затем скейлим. Так, прям сильно скейлим. Еще. Так. Смотри, что у нас сильно выходит за вот эти рамки, поэтому я думаю, что сейчас... Хотя не стоит даже, я думаю, что снизу там подтаскивать что-либо, потому что его даже не видно. Сейчас мы просто дотянем другие моменты, и будет в самый раз. Так. Не пойму, что там с этими ступеньками, что я их плохо вижу. Это они аж сюда уходят, поэтому мы их сюда и подтаскиваем. И увеличиваем, я думаю, немножко. Но сейчас мы лучше сориентируемся по поводу ступенек, когда у нас добавится вот этот объект. Так, тут надо... Так, смотрю. Надо чуть-чуть больше опасити добавить картинки, потому что не совсем до конца вижу. Ну да, как-то я сильно уменьшил вот здесь вот. Прям очень сильно, потому что не заметил. Так. Отталкиваюсь от вот этого верхнего куба. А нижний уменьшу вот так вот. Так. Так, ну и размещаем. Затем нашу звезду. Меньше делаем. Чуть-чуть буквально. Затем вот этот наш шарик. Мы его тоже все здесь выделяем. И давайте вручную доразместим. Как-то вот так вот. Так. Тут внизу торчит, но это мы потом поправим, это если это будет прям важно. Так. Хорошо. Пока что я скрою картинку, посмотрю, как идет. Сейчас вот это мы скроем и лучше поймем, так ли оно стоит. Ну, хотя я бы уже, наверное, сейчас даже взял, еще чуть поменьше сделал. В угоду нормального размещения этих объектов. Так вот, подтяну. Вот. А там мы уже посмотрим, что там по бевелам и по прочим деталям. Так. Хорошо. Давайте дальше. Так, тут у нас вот эта штука. Так, создаем empty объект. Растягиваем его. Размещаем как-то, как нам удобно. Так, ну и давайте теперь все сюда закинем. Выделим вот это, в последнюю очередь это. Ctrl-P. Object. Так. Уменьшаем. RZ90. Еще уменьшаем. Ну и размещаем. Так. Размещаем это все вот здесь. Так, уменьшаем. Сейчас мы это все, я думаю... Так, но оно стоит не на книжке. Вот это меня смущает больше всего. Наверное, я тогда лучше сделаю вот так вот, потому как вот сейчас я вижу то, что оно не располагается вот по-человечески. Тогда будет, наверное, проще взять это все, ну, вручную, что ли, доразместить. Поэтому я так и сделаю. Ну, в плане ручную я имею в виду, что на глаз. Сейчас некоторые вещи странно так перемещаются, поэтому... Да, так. Ага, вот эта штука, она на фоне. Так, поднимем его.
Как-то вот так вот. Так. Чуть пониже. Так. Теперь вот эти вот штуки. Я их в сторону оттащу. Сюда буквально. Создам empty объект. Скопирую location, чтобы просто переместить сюда. Ну и все. Выделю Ctrl-P Object. Так, давайте RZ90. И размещаем, собственно, у нас над книжкой, да. Так, примерно оно... Так, тут надо сразу тогда оттянуть, потому что оно тут перекрывается. Так. Так. Тут надо, чтобы оно лежало прям на вот этой вот книжке. Так, я сейчас примерно сравниваю размеры. Ну, вроде окей. Так, хорошо. Так. Здесь, я думаю, что стоит чуть-чуть сюда. И здесь, соответственно, тоже вот в эту сторону. Далее. Так. Центральный куб с ручками. Это у нас что? Ага, это вот это. RZ90. Создаю empty объект. Так, нет, сначала в сторону оттащу. Просто, чтобы можно было потом выделить нормально. Empty объект, куб. Затем выделяю все. Все выделил, да. Затем пустой объект, object. Так, и давайте разместим. Скейлим. Так, и, наверное, надо его еще чуть-чуть поменьше сделать, а как-то вот так вот, да. Ставим на книжку. Даже... Вот я вижу то, что они, по сути, одной высоты. Я думаю, что тогда стоит увеличить вот эту часть, потому что у нас все такое миниатюрное получилось в этой области. Поэтому вот так вот сделаем. Тут уменьшим. Ставим на пол. Так, ручка получилась чуть-чуть большой. Уменьшаю ее сюда, перемещаю. Так, я думаю, тут надо немного в сторону оттащить. Здесь у нас оно немножко как будто бы спереди. Поэтому я вот так вот сделаю. И вот это ближе к этому. Тут ближе к этому. И думаю, его надо глобально чуть-чуть увеличить все. Так. Окей. Так, тут у нас видно вот эту часть, по идее, немножко. Ну, давайте мы к ней еще вернемся, когда добавим вот эти ноутсы. Так, ну я уже не буду делать empty объект, в принципе. Не вижу в этом. Хотя, в принципе, тут у нас есть маленькие детали, мы можем случайно их взять и переместить, поэтому так уж и быть. Просто вот так размещаю. Ну и как то, что мы уже раньше делали. Так, выделяем все, затем в последнюю очередь наш пустой объект. И делаем его родительским. По 90, на 90 градусов крутим. Размещаем так, как мы это видим. Так, сравниваю. Немножко высокая вот эта деталь получилась. Так, хорошо. Тут немного в сторону. Немножко вниз. Ступеньки эти размещаем сзади. Чуть-чуть буквально уменьшаю. Так, и ставим их на пол. Соответственно, вот эту штуку мы оттаскиваем в сторону. Так, тут мы календарик тоже немножко назад оттаскиваем.
и ближе к этой стороне. Даже еще чуть-чуть назад и еще назад. Ну и вот так вот. Так. Так, ну и сравниваем, смотрим. Мне кажется, перспектива слишком большая, опять же таки, 150, поэтому сделаю GZZ. Оттаскиваю назад, приподнимаю немножко камеру, чтобы все центровать. Тут в сторону, даже еще надо отдалить. GZZ. Так. Так, тут я вижу ручки слишком близко. Сейчас надо все взять и доставить на глаз. Так. Немножко подальше. Немножечко сюда. Так, тут... Так, ну вот этот объект мы уменьшали, но вот я вижу, что на референсе он немножко побольше смотрится. Поэтому исправим это. Так, и он дальше, по-моему, стоит, да? Ну, визуально он как будто бы дальше. Так, затем тут у нас зарезается, я вижу. Ну тут, в принципе... Хотя... Ну да, в принципе, тут тоже. Вот так вот обрезается. Так. Хорошо. Хорошо, хорошо. И, в принципе, вот тут только надо сделать вот так вот. Давайте выделим все грани. Так. Елки-палки. Вот это почему-то выделилось. Так, C нажимаем и вот так вот выделяем. Тянем в сторону вот сюда. Вот. Хорошо. Так. Тут я бы хотел вот сюда его разместить. Так. И в принципе ручку больше сделать. Так. Вот эту штукенцию тоже немножко больше. И приподнять ее буквально немного. Так, тут... Тут их надо немножечко буквально положить. Так. Вот так вот. Так. А вот эту вещь вытянуть наперед. Но только тут тогда поправить. Так, ну и в принципе, объекты я вот так посмотрю, мы разместили. Вот этот шарик надо больше сделать явно. Чуть-чуть больше. Вот как-то вот так вот. Так. Вот этот вот хвостик надо его немножко вот так вот закрутить. Да, я так гляну. Да, его чуть-чуть назад, чуть-чуть меньше, вот так вот. Так, и в принципе, я особо каких-то косяков не вижу. Тут я бы чуть-чуть, может быть, ближе. Я бы его заскелил вообще на самом деле, чтобы потолще немножко сделать. Пусть он тут немножко залазит за эту, но будет приятная такая глубина. Вот, и в принципе объекты мы вот эти разместили. Теперь нам надо накинуть освещение и накинуть текстуру. У нас здесь текстуры достаточно несложные, поэтому давайте откроем рендер. Делать мы это будем в Cycles. И Color Management у нас будет AGX Punchy. Давайте добавим какое-то базовое освещение. Добавим, например, солнце, источник света. Так, минуточку. Вот, добавим, собственно, солнце. И теперь ему надо чуть-чуть изменить настройки, поставить силу на 7000. И затем, судя по тому, насколько здесь размытые тени, угол будет около 30. Так, теперь нам надо подобрать нормальный поворот, что ли, для вот этого солнца. Чтобы у нас оно нормально создавало нормальные контрасты именно по самим объектам.
Нажимаем Ctrl-B, выделяем только вот эту вот область, чтобы нам все остальное не мешало. Так, и давайте всмотримся немножко в детали. Посмотрим вообще, как все это выглядит. Ну, судя по тому, что я вижу, в принципе, достаточно таки неплохой угол поворота именно для солнца, поэтому я думаю, с ним мы пока что и останемся. Давайте перейдем в Color Management, и здесь будем использовать кривые. Так, откроем их, и давайте чуть-чуть буквально вниз потянем, чтобы сделать более такие темные наши тени. Далее, так, вот эту всю область я в сторону вот так вот оттащу. Тут возьму вот так вот, отделю. И вот так вот вытащу сбоку еще одно окошко, чтобы здесь открыть Shader Editor. И давайте начнем делать вообще все наши текстуры. Для начала сделаем текстуру для пола. Мы его нажали на него уже. Нажимаем New. Так, и тут мы будем пипетить, я думаю, что цвета. Выбираем пипетку, выбираем основной цвет. Так, и тут у нас такой вот есть. Но мне кажется, что он на самом деле получился немножечко потемнее, поэтому я бы хотел, во-первых, saturation до конца довести, а во-вторых, чуть-чуть посветлее. Хотя, может быть, даже с saturation это я немножко поспешил, поэтому чуть-чуть буквально назад. Вот, и такой вот у нас основной насыщенный цвет получился. Затем мы видим то, что у нас есть вот такие вот линии, поэтому мы берем Wave Texture. Так, затем создаем Color рампу. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, клацаем, смотрим на то, что у нас получается. Вот тут я оттащу. Так, и нам надо scale увеличить. Ну, плюс-минус до того, что нам требуется. Я думаю, как-то вот так вот. Затем здесь мы ставим Constant. Так, оттаскиваем обратно. Где-то вот так вот. Ну, наверное, я хотел бы вот так вот обменять вот эти параметры. И вот такую вот толщину выбрать. Затем дублирую. И здесь выбираю уже не X, а Y. Чтобы получить вот такой вот поворот. Добавляем Mix Color. Соединяем здесь Color, здесь Color. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, клацаем сюда. Так, и я думаю, что Add нам подойдет, если мы на максимум его выкрутим. Так, нет, не Add, может быть Multiply. Тоже не Multiply. А что если Lighten? Вот Lighten нам подошел. Вот, таким образом мы получаем, собственно, вот эту нашу сетку. Я бы ее, наверное, чуть потоньше сделал, поэтому вот этот черный пин я возьму. Так, скопирую его, вот это значение, вставлю вот этому пину. Вот, теперь у нас получились такие вот равномерные линии. Теперь нам надо взять с помощью маски все это дело отсечь, чтобы только по центру у нас была эта сетка. Поэтому мы создаем градиент текстуру. Затем мы создаем Color Ramp, опять же таки. Так, нажимаем Ctrl-T, у вас должен быть включен уже, я буквально в каждом видео говорю об аддоне Node Wrangler. Он пишется вот так вот, Node Wrangler. Так. Так, только тут что-то я его не вижу. Поменяли вот это вот, ну-ка здесь, Node. Вот так вот он пишется, вы его просто включаете. Вот, здесь мы выбираем Spherical Color, подключаем к фактору. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, и смотрим, где у нас, собственно, получилась эта сфера. Она получилась немножечко вот здесь сбоку. Давайте ее переместим. Ну, во-первых, наверное, ее стоит все-таки уменьшить. Хотя бы немножко, чтобы просто чисто визуально можно было проще считывать это все. Так, по Y мне не нравится, как оно перемещается. Давайте X. И, вероятнее всего, минус 0.5, я предполагаю. Та же самая штука для Z. Нет, не для Z, а ну-ка. Вот здесь вот Y хорошо, тоже минус 0.5. Затем надо уменьшить. Так, только давайте, наверное, что вот так вот. Если поставить is, тут у нас получается более такие мягкие края. Но вообще такая вот история, то что нам надо бы лучше вот так вот уменьшить это все дело. Поэтому вот так вот зажимаем, выделяем все. Ставим, я думаю, что 4. Так, и попробуем, давайте минус 2. И здесь минус 2. Вот, и оно у нас, по сути, ровно в центре появилась, вот эта вот штука. Только надо тут, может быть, 6. Минус 3. И минус 3. Вот, опять в центре получилось. Так, и тут немножко оттянем
Вот так вот. Извиняюсь. И это будет нашей маской, соответственно, которая будет у нас работать каким образом. Мы берем RGB ноду, добавляем, дублируем вот этот вот Mix Color. RGB цвет сюда мы вставляем, это будет наш основной цвет. К слову, мы его скопируем, просто на вводе нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V. Вот сюда подключаем. И что мы имеем вообще вот здесь вот так вот? Теперь мы имеем вот такую вот штуку. И вообще, теперь мы подключаем Color сюда. Так. Давайте сейчас это все поправлять немножко. Так. Что мы здесь получили? Немножечко не совсем то, что я предполагал. Так, потому что здесь Lighten, надо микс. Так, микс тоже не сработал. Почему микс не сработал? Очень достаточно странно. Хотя, подождите. Нет, он отрабатывает, но просто немножко не так, как я ожидал. Вот поэтому надо, наверное, вот так вот сделать. Так, вот так вот. И теперь... давайте тут вот так переместим. Так, может быть, чуть-чуть поближе, потому как там сетка достаточно хорошо видна. Так, далее. Такая вот вещь. Надо не запутаться сейчас. Что нам надо теперь сделать? Надо сделать его другого цвета. Такого прям еле заметного, я бы даже сказал. Я думаю, что это мы сделаем, если вот так вот, по идее. Нет, может быть, наоборот. Вот, а ну-ка. Но он еле заметен, но это не совсем тоже то. Нам надо создать еще одну color рампу. Вставить ее сюда. И тут у нас черный, в принципе, мы так и оставляем. Белый мы заменяем. Заменяем его на вот этот вот еле-еле контрастный цвет. Вот, пипетим его, собственно, сюда. Так, ну и тут, в принципе, можно черный тоже взять чуть-чуть, приподнять, сделать его менее заметным. Вот так вот. И тут есть такая вот шероховатость. Так, ее, в принципе, можно сделать как? Может быть, мы можем к маске теоретически подмешать нойз-текстуру. Но я в этом не уверен, если честно. Давайте попробуем. Так. Нет. Па-па-па-па-пам. Может быть, через микс. Mix Color. Фактор вот сюда. Так, давайте сразу. Вот так вот. Roughness. Нет. Color рампу сюда добавляем. Так. Так. Делаем более резкие вот эти вот вещи. Roughness чуть больше добавляем. Так, теперь нам надо как-то это все смешать. Может быть, лучше, опять же таки, как-то тут его подмешать все-таки. Не через эту маску, потому что маска, по сути, у нас только отсеивает. Так, давайте попробуем здесь. Цвет у нас, по идее, это должно быть перед цветом, чтобы все перекрасить. Так, я думаю, что... Давайте продублируем микс, затем сюда. Так, смотрим вот так вот. Теперь давайте не lighten, а darker. Вот, ну и в принципе вот то, что нам надо. Но тут проблема теперь с деталями. Это сейчас надо взять и чуть-чуть докрутить. Так, scale... Так, scale я не трогаю. И сейчас мы просто берем... Добавляем чуть больше деталей. Теперь нам надо ползунок. Я думаю, что вот так вот докрутить, чтобы сделать такие более roughness островки. Так, клацаем сюда. Так, и тут в каком-то моменте у нас это все пропало. Сейчас надо понять, в каком. Па-па-па-па-па-пам. Так. Так. Сейчас мы это, собственно, да и узнаем. А ну-ка, если мы крутим черный, то мы, в принципе, видим, что у нас происходит. У нас все становится белым, да? Давайте, может быть, scale поставим 80. Roughness мы чуть-чуть подуменьшим. Ну и вот так вот такие вот отчетливые прям островки сделаем. А ну-ка, теперь вот так вот. Так, и да, теперь у нас появился вот здесь вот roughness. Вот, и при этом сохранился, по сути, внешний вид сетки. Можно взять разве что, попробовать черный сделать посветлее чуть-чуть, чтобы этот roughness, он был не таким прям жестким.
Детали можно тоже чуть-чуть понизить. Хотя, давайте 7. Так, по скейлу, может быть, 60. Вот, и в принципе мы получили, ну, плюс-минус то же самое. Плюс-минус то же самое, это уже просто игра. Игра такого вот случая, как вы возьмете это все, прокрутите. Так. Так. У меня вообще есть ощущение, то, что как будто бы здесь вот есть определенного рода градиент. Давайте его тоже попробуем воссоздать. Так, я смотрю на расположение объектов, все окей. Хорошо, по поводу градиента, как мы это сделаем? Опять же таки, так, давайте сделаем градиент текстуру, color рампу. Так, и сделаем mix color. Так, сюда Ctrl-T, color к фактору. Так, и на фактор, в принципе, можно даже сделать как? Можно даже на самом деле попробовать не вот так. Вот так вот это удалю пока что. Тут Ctrl-C копирую один цвет, вставляю его сюда. А сюда я возьму, пипеткой кину вот так вот. Так, и теперь я хочу просто посмотреть, как у нас, собственно, ложится этот градиент. Давайте я его чуть более отчетливым сделаю. Так. Может быть, более фиолетовым. Чуть-чуть буквально. Давайте его поперемещаем. Так, ну как-то мне не сильно нравится, как оно смешивается, если честно. Ну-ка, давайте из. Хочу сделать такой отчетливый достаточно градиент. Так. Вот так вот. Saturation чуть побольше. Тут чуть-чуть поярче. Затем, может быть, дело в повороте. Так, вот так вот получше уже. Ну, сейчас мы просто берем и крутим вот эти ползуночки, чтобы понять просто, какое расположение нормально. Так, давайте сюда вставим. Так. В принципе, мы это подмешали. Теперь только надо бы поиграться, собственно, с перемещением, чтобы найти получше, что ли, расположение для вот этого всего. Так, может быть, стоит взять вот здесь вот так вот, сделать, чуть подтянуть, чтобы резкий чуть более переход был. Вот, как-то, я думаю, вот так вот. Так, теперь я хочу добавить Area Light 1 с этой стороны, потому что я вижу, что здесь немножко темно, вот с этой. Немножечко темновато. Силу я накину 1000 пока что. 1000 много. 100. Так, чтобы мы немножечко буквально подсвечивали. И у нас все было хорошо. Так. Тут чуть-чуть подальше буквально. Если мы его удалим, в принципе, мы разницу видим. Наверное, еще стоит меньше сделать силу. 20-ку, ну-ка, удалю. Да, в принципе, пока что подойдет. Так. Тут чуть-чуть подтяну. Вот, такое небольшое вкрапление мы сделали вот этого цвета. Правда, мне кажется, то, что надо взять поотчетливее и сделать сетку. Так, мы ее делали вот здесь вот в маске. Надо сделать не таким серым, а вот так вот, что ли. Так, а тут... Я бы хотел... Так, это градиент у нас, это не то. Так, где? Вот эта штука. Чуть больше все-таки синего. Может быть, немножко другой цвет. Вот такой вот мне больше нравится. Вообще, мне, правда, на самом деле не сильно нравится то, что оно там перекрывает эту сетку. Сейчас попробую как-то покрутить так, чтобы... Так, чтобы это вот так вот было. Но давайте вот сюда немножко. В эту сторону. И подтянем вот здесь вот. Все. Вот. В принципе, фактически то, что я и хотел. Но я думаю, что более важно то, что я делюсь с вами, собственно, этими принципами. Так, тут чуть более серее.
чуть более серая. Затем, давайте... Что мы можем еще сейчас сделать? Какую такую текстурочку? Ну, давайте вот эту, для вот этой вот змейки, что ли. Создаем новый материал. Градиент текстуру. Ctrl-T. Color рампу. Так, и здесь соединяем вот так вот. Здесь вот так вот. И мы видим то, что цвет уже, по сути, появился. Нам осталось лишь раскидать цвета. Берем вот этот вот. Даже такой более насыщенный. И сюда кидаем прям такой синий-синий цвет. Так. Возможно, тут надо сделать посветлее все-таки. Как-то вот. Вот так вот. А ну-ка зайду в спекуляр. Его пониже немножко. Так. Что у нас, в принципе, по рафнесу? Ну, в принципе, с рафнесом у нас все нормально. Так, металлик добавлять мы не будем. А что если subsurface? И color подключить к радиусу, потому как радиус это, по сути, тоже значение из 3 составляющих, то есть RGB. И можно получить что-то более такое вот интересное. Так, тут, мне кажется, как будто бы надо чуть-чуть потемнее. Как-то вот так вот. Так, и давайте scale. Ну нет, начинает появляться зеленый. Окей, сегодня без subsurface. Так. Хорошо. А если is? Да, вот с is'ом как-то посимпатичнее даже получилось. Чуть более насыщенно здесь сделаю. Буквально немножко понасыщеннее. Так. Хорошо, пока что эту часть мы оставим. А там уже, если что, мы к ней вернемся, соответственно. Ну и в принципе, вообще теперь можно взять, например, вот эту штуку. Вот, затем шифтом нашу змейку, Ctrl-L, Link Material. И давайте вот здесь вот продублируем. Потом, если что, мы всякие такие мелочи еще вернемся к ним. Пока что так вот главное в основном раскидать этот цвет. Мы продублировали, чтобы иметь возможность видоизменять, собственно, этот материал. Давайте здесь ползунки вот так вот заменим. Так, поиграемся с перемещением немножко. Давайте Object. Так. Вот так вот сделаем. В принципе, roughness у нас нормальный. Чуть-чуть поиграю, собственно, с ползунками. Может быть, чуть-чуть покручу, чтобы получить какой-то такой интересный вариант данного цвета. Так, может быть, понасыщеннее. Вообще, я думаю, что еще стоит будет, ну, пересмотреть немножко освещение, но чуть-чуть буквально попозже. Так, затем я беру вот эту штуку и вот эту, Ctrl-L, Link Material. Так, тут надо опять продублировать. Затем я вижу то, что надо покрутить материалы. Так. Можно попробовать, в принципе, растянуть немножечко вот в обратную по Y и подтянуть его, чтобы более такой плавный градиент получился в конечном итоге. Ну, то есть как-то вот так вот. Так, тут я хочу чуть более синим сделать этот цвет. Чуть более ярким. Я его скопирую и вставлю сюда. И, может быть, сюда. Да. Так, затем тут я вижу, что у нас тут 2 одинаковых градиента, поэтому я возьму, создам новый материал. Ну, в принципе, я скопирую вот эту штуку просто из соседнего материала. Вот эту область. Ctrl-V. Вставляю. Так, и что я вижу? Во-первых, вот это мы удаляем, перемещаем. И здесь берем более такой темный. Более темный цвет. Ну, тут такой есть засвет на данный момент, вот, который немножечко мешает восприятию. Собственно, возможно, стоит уже пересмотреть
освещение, потому как оно малость мешает. Давайте добавим HDRI-карту. Ctrl-T нажимаем. Open. Эту карту я приложу, поэтому вы сможете ее, собственно, найти. Вот такая вот она. Мы ей не меняем никаких поворотов, ничего не меняем. Мы только добавляем силу 1.8. И смотрите, еще такой момент. Я это сделал за кадром, но просто в кривых немножечко вниз опустил. То есть буквально оно там было вот так вот. А я чуть-чуть вот так вот вниз его. Наверное, как-то вот так вот. Вот. И еще такой момент. Ну, к слову, да, сразу давайте оценим, как работает эта HDRI-ка. Чуть-чуть тут повыше. У нас теперь нету вот тут засветов, и нам проще воспринимать то, что мы видим. И еще такой момент, то, что, возможно, вместо IGX лучше использовать Filmic. Так, не very high contrast, а medium high contrast. Потому как намного насыщеннее цвета. Ну, в принципе, это особенность тоже Filmic, как бы. Ну, для сравнения, опять же таки, если вернуться на IGX. Ну, в принципе, тоже как бы вообще неплохо. Просто имейте в виду то, что есть еще такой момент с тем, что здесь в Filmic более насыщенные цвета, но в целом это теоретически еще можно будет в постпроцессе добавить. Поэтому да, там основное это то, что мы поменяли здесь освещение на HDRI-карту. Вот. И чуть-чуть кривые вниз потянули. Так, давайте, собственно, дальше работать, собственно, над материалами. Я возьму вот эту ручку с шифтом, классу на вот этот кубик Ctrl-L Link Material. Так, вернусь в Object, продублирую материал. Так, и я хочу взять и повернуть. Во-первых, тут я сброшу все вот эти параметры, чтобы понимать примерно, как мне повернуть. Так, вот по Y вижу, нужно повернуть на 90 градусов. И тут стоит еще оттянуть вот так вот. Потому что если вы посмотрите, тут, в принципе, немножечко потемнее оно все. Так, теперь я включаю это. Слишком темный цвет. Тут, наоборот, хочется сделать чуть более отбивающимся от самого фона, что ли. Так, тут вместо вот этого темного я возьму его немножечко высветлю. Так, может быть, сюда чуть-чуть потяну. Так. И, наверное, тут надо вот эти блики чуть-чуть поправить. Чуть больше рафнеса накинуть. Слишком оно уж прям бликует. Так. Как будто бы хочется немножко фон посветлее сделать, чтобы он лучше, опять же таки, отделялся. Так, давайте возьмем наши вот эти вот цвета и посмотрим, что мы можем здесь сделать. Чуть-чуть посветлее. Так, здесь я возьму саму вот эту вот ручку. Так, я ее сделаю. Может быть, вот так вот. Вот так. Здесь чуть-чуть светлее. Или наоборот. Чуть более в синюю иду. Вот здесь вот потемнее. Так. Смотрю, насколько оно отбивается от фона. Так, ну в целом пока что нормально. Там мы уже, если что, вернемся к этому моменту тоже, чтобы уже в конце было более понятно. Чтобы мы не зависали на одном моменте. Так, тут мы возьмем Ctrl-L Link Material вот этого вот объекта. Но тоже мы его дублируем. И берем, ищем поворот более подходящий. Так. Вот что-то вот такое. Технически может подойти. Так, затем. Что мы можем сделать? Давайте вот эту книжку возьмем, накинем ей новый материал.
Так, тут я вижу тоже, опять же таки, градиент обычный. Градиент текстура. Color рампа. Включаю Color сюда, Ctrl-T. Вот это сюда. И тут теперь надо взять, повернуть его. Так, на 90 градусов и оттащить по иксу. Ну, где-то вот так вот. Затем давайте выберем цвета. Так, выбираем такой темно-темно-синий. И здесь выбираем вот какой-то вот такой вот зеленый. Так, я вижу то, что здесь блики такие получше, может быть, roughness чуть-чуть вниз буквально. Так, и теперь я бы хотел взять, добавить вот эти вот точки, вот судя по тому, что я вижу, они сделаны как будто бы с помощью бампа обычного. Поэтому давайте накинем бамп. Noise текстуру. Так. Noise текстура, Ctrl-T. Color рампу добавляем, чтобы лучше иметь возможность манипулировать. И затем Object здесь подключаем. Давайте Scale увеличим и вот так вот поделаем. Так, как будто бы нужно еще скейла добавить. Что-то типа вот этого. И давайте теперь Color в Height подключим. Normal сюда. Так, здесь вот так вот. Так, ну и надо теперь поправить это все. Надо силу уменьшать. Прям так значительно. И я бы сделал более такие отчетливые островки. Белые, да? Вот такие вот. Так, теперь возвращаюсь сюда. Смотрю, что получается. Пока что плохо видно из-за того, что идет denoising. Давайте силу увеличим. Так. Scale 200. Чуть-чуть вот так вот. Так, и надо силу уменьшать. Теперь, думаю, до 0,2. .3. Смотрим, что у нас по детализации вообще. Чуть-чуть вот так вот оттяну. Так, ну и получился примерно что-то похожее. Ну, на рендере это будет чуть более понятно, потому как вот так вот в denoise не совсем видно. Давайте 0,4. Так, ну вот так как будто бы получше. Так, здесь мы добавляем обычный материал с вот нужным нам цветом просто. То есть вот поярче еще, что-то типа такого. Так. Сейчас. Как будто бы хочется еще рафнеса убавить. Я могу ошибаться сейчас в данный момент. Давайте добавим код. Точнее не код, а, по-моему, шин. Или код, подождите. Нет, код, да, чтобы накинуть больше дополнительных бликов и рафнес чуть приподнимем. Так, силу я до 0,3 все-таки уменьшу. Вот. Так, пока что пойдем с этим. Разве что можно взять, знаете, и вот миксануть микс color, добавить, подключить вот этот color с бампа, который мы делали. Так, и выбрать, давайте multiply. Нет. Все вот так вот, нет. Ну вот, может быть что-то вот такое. Просто чтобы оно было таким более отчетливым. Так, scale 160. И я бы хотел, наверное, взять вот так вот продублировать и подключить с этой стороны, чтобы иметь возможность подбирать лучше цвет. Так, да, вот что-то такое. Вот пока что с силой не могу определиться. Может быть 0,4 все-таки. Так.
Затем roughness. Так, что-то он тут у нас такой высокий. А здесь надо вот так вот усреднить немножко. Так, ну вот тут я тоже вижу, там легкий совсем прям блик есть. Так, далее. Далее мы возьмем, создадим вот этой штуки материал. Мы просто скопируем просто вот цвет отсюда. Ну, доработаем его еще немножко. Ну и, в принципе, окей, пойдет. Потом здесь создаем... так, тут мы можем, в принципе, скопировать отсюда вот эту вот штуку. Вставляем... Так, что она не скопировалась-то? Ctrl-C, Ctrl-V. Так, вставляем в Color. Только тут оно прям такое маленькое. Надо его... Scale ему поставить, я думаю, 7. Нет, даже не 7, а 2. 2. Так, и... Вот, сделаем прям потоньше. Так, скопируем вот это. Вставим вот сюда. Так, только тут нажмем Ctrl-T и подключим вот так вот. Чуть-чуть покрутим и переместим. Так, нет, так не выйдет. Чтобы просто выровнять немножко вот эту линию, чтобы она была не такой вот странной. Так, теперь надо взять, здесь заменить цвета, поэтому... Так, я вижу, что черный у нас должен быть таким вот голубоватым цветом. Каким-то вот таким вот. Сюда же его и вставлю. А вместо белого мы должны выбрать... Так, тяжело его сейчас взять будет тут. Вот. Вместо белого у нас будет темно-синий. Только тут, я так понимаю, у нас сейчас из-за вот этого микс-колора немножечко все портится, поэтому вернусь к черному цвету и просто возьму вот сюда color рампу, вставлю. Как-то немножко не учел этот момент, но думаю, что ничего страшного. Давайте еще раз выберем цвет. Мне, в принципе, вот этот, кстати, нравится. Я его оставлю и вместо белого возьмем... Так, ну давайте. Ну пусть что-то вот такое будет. Уже такой кастомный цвет выбрал. Так, сюда... Сюда мы... Давайте вот так вот попробуем интересно сделать. Создадим... может быть, не нойс, а вороной. Вороной текстуру. Затем color рампу. Подключаем color к рампе. Сюда Ctrl-T. Ctrl-Shift и клацаем. И теперь я бы хотел отсеять немножечко. Давайте Constant. Немножечко отсеять некоторые детали. Scale увеличить. И давайте растянем по... Так, по Y. Не по Y. По X прям вот в такой вот 0, 0, там, точка, 0,030, что-то такое. Теперь здесь мы должны взять, сделать вот эти вот линии. Так, scale я увеличу. Так, и... Малость покручу. Так, я хочу отдельно посмотреть на это. Тут такие вот линии у нас разной толщины. Давайте scale уменьшать. Примерно вот такие вот там линии. Так, и может быть здесь стоит 0, 0, 0, 3. Ну, потом оно уже, вот я вижу, что-то не особо тянется. Вот. Интересный момент у нас вот здесь вот попался. Вот. Так, и давайте, может быть, покрутим. Так. А ну-ка, давайте вот это глянем. Так, и... Чуть-чуть вот здесь вот.
Ну и, в принципе, вот. Такие неплохие разные толщины линии у нас получились. Теперь их надо только перекрасить. Так, ну, кстати, мы сверху использовали цвет, который снизу. Поэтому, ну, давайте наоборот тогда сделаем. Хотя, не, наоборот мы не сделаем, потому что тогда у нас будет плохой контраст. Поэтому я сейчас просто цвета эти обменяю. Так. А здесь темно-синий скопирую. И вместо черного вставлю. То есть как-то вот так вот. Только это к Base Color подключаем и BSDF. Вот сюда. Вот так вот. Так, теперь вот тут надо поменять эти цвета. Вот так вот. И... ну и вот так вот. Так. Далее. Далее. Так, ну, в принципе, для бумаги я не вижу смысла особо менять как-то материалы. Ну, можно, конечно, сделать более белым, потому что оно вроде как зачастую такое сероватое. Так, и скопируем материал, Ctrl-L, Link Material. То есть я материал внутренних страниц скопировал на вот эту вот внешнюю штуку. Так, теперь давайте возьмем, скопируем вот эту вот штуку. Так, и возьмем, создадим материал вот этот вот для вот этого вот объекта. Ctrl-V. Так, Base Color подключаем. Так, на этом мы скопировали только Noise. Вообще, сейчас нам надо взять и сделать микс из градиента и вот этой штуки. Ну, в принципе, вот тут мы делали, поэтому я просто вот это Ctrl-C, да, вот это удалю. Ctrl-V. Так, нет, оно не то скопировало. Ctrl-C. То есть я копирую из вот этой вот книжки на вот этот вот верхний объект. Так, результат подключаю сюда. Но только здесь надо теперь взять его, развернуть. Может быть 0. Так. С зажатым шифтом перемещаю вот этот ползунок. Так, вот так вот. Но теперь надо взять и поменять цвета. Вот так, вот так. А здесь поставить такой голубоватый. Вот такой вот. Потом я сразу же скопирую вот эту часть. Создам тут материал. И просто Ctrl-V. Так, почему не скопировалось? Ctrl-C. Ctrl-V. Почему-то не копируется. Ну вот разве что если так, но тут надо дотянуть. Вот до... Так, ну до вот такого цвета. Да, пойдет. Тут белый, в принципе, создам просто материал. Просто вот так вот выбелю. Тут черный. Поэтому здесь просто черный цвет. Плюс-минус вот такой вот. Затем, кстати, bevel здесь бы изменить. Ну ладно, это уже потом. Так, теперь мы опять копируем вот этот материал. Так, и все-таки мне кажется, что здесь слишком сильный бамп. Поэтому 3 поставлю. Так. Так. Может быть, вот тут сделаю вот так вот. Более отчетливые вот эти вот детали. Так, теперь, что надо сделать? Надо опять же таки скопировать вот эту вот часть. Ctrl-C. Вставить ее в этот новый материал, который мы сделаем для вот этой части. И давайте подключим. Так, тут у нас оно сильно прям оттянуто, и надо еще повернуть, вот как я вижу. Вот так вот. Но он как будто бы чуть более салатовый, хотя, наверное, мне кажется. Давайте вот так вот сделаем. И может быть, попробуем немножко изменить цвет на вот такой. Чуть более насыщенный даже. Такой вот. Так, и тут надо скейл для вот этой штуки поменять до 60. Так, и, наверное, сделать чуть побольше островки. Все-таки еще меньше 30.
Так, островки. Ну, примерно такие, но 10, а ну-ка. Так, тут синего поменьше, поэтому вот так вот до скейлю. Так, тут 20. И вот так вот сделаю, хорошо. Затем здесь надо просто... Ну, судя по тому, что я вижу, тут вроде бы есть градиент. Ну, давайте попробуем. Так, тут я подключу только градиент. Вот так вот к цвету. Так, и давайте сразу же крутану вот таким вот образом. Затем вот здесь такой прям салатовый зеленый. Даже ближе к желтому какому-то. Здесь мы его скопируем и просто вставим сюда, сделав его немножечко темнее. Так. Только еще надо докрутить. Так, может быть еще и с этой стороны. Чтобы оно чуть-чуть спереди было темным. Так, 0. Давайте попробуем. Так, 0. Давайте, как-то надо найти вот это вот положение. Ну, хотя бы что-то типа такого. Такая вот игра с этими поворотами. Так, я бы поярче, может быть, сделал. Так, а ну-ка сразу, кстати, в филмик переключусь. Может быть, даже Кронос, вот этот новый. Ой, нет, слишком насыщенно. Так, ну, филмик вообще, да, он лучше передает как будто бы цвета. Ну, точнее, их насыщенность. Ну. Так, в GX, Medium High Contrast. Так, ну да, вот я отдалился, кстати, оно как будто бы немножко пересвеченным выглядит. Может быть, я... потому что я не панч выбрал, все, я думаю, что он такой пересвеченный. Так. Ну, этот момент мы, опять же таки, мы его дотянем. Его дотянем. Так. Ладно, пока что это здесь оставлю. Так, тут давайте, может быть, немножечко посветлее. Мне не сильно нравится этот цвет зеленый. Он, в принципе, такой достаточно проблемный сам по себе. Так, сброшу этот поворот. Так. Как-то вот так вот пока что будет. Сейчас попробую найти все-таки этот поворот более адекватным способом. Так, вот так вот. 90. Так, а что если вот так вот тоже повернуть на 90, но приподнять вот здесь вот? Получится ли найти его? Так, вот, да. Как-то вот так вот, но надо теперь подтянуть. Вот так вот. А ну-ка, давайте глянем. Ну, слишком перенасыщенный. Ой, пересвечен. Опять же таки, этот Color Management, скорее всего, такие дела выделывает. Ну, вместе с, конечно, с HDRI-картой. Так, ладно. Чуть посветлее. Ладно, давайте потом чуть к этому моменту вернемся. Тут нам надо добавить вот такие вот штуки и при этом добавить градиента. Так, новый материал. Градиент текстура. Color рампа.
К слову, в этом материале белые точки, сейчас надо будет их добавить, потому что я как-то их упустил из виду. Color к фактору. Сюда. Так, и да, давайте я сейчас быстренько вернусь, добавлю эти точки более заметными, чтобы они были. Поэтому надо scale уменьшить до 20. Так. Roughness можно поменьше сделать. Так, ну и вот, собственно, эти точки, только их, наверное, надо белее сделать. Как-то вот так вот. Ну и да, вот. Так, тут меня немножко смущает этот все-таки цвет. Надо его поправить. Если ему спекуляр убавить. Он слишком белый какой-то такой выходит. Но опять же таки, освещение и прочие такие мелочи, они привносят немножечко такого. Так, как мы можем его доработать? Так, тут чуть-чуть приподниму. Так, ну и ладно. Пока что, да. Так, возвращаемся к этому материалу. Тут нам надо его сейчас повернуть. Давайте минус 90. И попробуем найти положение, где оно там находится. Вот. Как-то вот так вот. И здесь я бы поставил is, чтобы оно было, ну, таким более плавным. Так, теперь нам надо выбрать цвета. Верхний это такой вот оранжевый. Оранжево-красный, я бы даже сказал, в какой-то степени. Нижний это такой более зеленоватый. Так, ну. Примерно вот такой вот. Так, затем надо добавить вот эти вот выемки. Это мы скопируем из вот этой штуки. Мы вот тут Ctrl-C. Из вот этой вот стикера, да? Так, тут что оно такое широкое? Так, Ctrl-V. Так, и теперь добавим bump. Тут вместо constant поставим is. И надо взять черно-белое, просто сделать это. Так, вот так вот. Высоту подключаем, затем в normal. Так, и надо теперь это все развернуть. Так, не здесь. Не понимаю, где оно там поворачивается. Ну да, scale как бы тоже пока что, чтобы он нас не дезориентировал. Везде единица пусть будет. Можем даже взять, растянуть просто сейчас в другую сторону, по идее. Вот так, вот в эту, да. Вот в эту сторону. И, наверное, все-таки вместо вороной я бы поставил noise текстуру. Так, чтобы оно просто было поплавнее. Так, scale уменьшаем. Как-то вот так вот. Так, тут делаем более такие отчетливые детали. Что-то вот такое вот. Здесь детали уменьшаю просто, чтобы, ну, более такие понятные были выемки. Так, ну и давайте попробуем глянуть. Так, черное это у нас, я так понимаю, проблема с нормалями в данный момент, поэтому можем сейчас просто силу уменьшить, и по идее оно пропадет. Может быть, я его немножко сильно растянул. Ну-ка, 20. Деталей добавить. Ну-ка, давайте вот так глянем.
больше деталей здесь. Ну и как-то вот так вот. И тут оно как будто бы вовнутрь вдавлено, поэтому можем попробовать, собственно, взять и инвертировать, чтобы оно вовнутрь вдавливало. Вот, и силу я поставлю на 0.2, чтобы было сейчас это заметнее. Не пойму, она точно вовнутрь вдавливает. А ну-ка выключу. Не, все-таки инвертирование было лишним. Так, и тут надо чуть-чуть оттянуть. Так, силу 0.1. Как-то вот так вот. Вот, и можно взять, в принципе, эти выемки. Можно их размешать вместе с обычным нойзом. То есть просто дублируем его. Дублируем колор-рампу. Давайте добавим Mix Color. Вот сюда вот. Тут выберем обычный такой достаточно нойз. Подключим сюда. Multiply. На выходе такой вот. Поэтому мы вот так вот перемещаем. Может быть, стоит scale уменьшить, чтобы просто добавить детализации. Вот, теперь у нас такая вот более детализированная, что ли, поверхность здесь вот вышла. Я бы только хотел взять, накинуть код. Вот так вот. Так можно максимум, но просто взять roughness, докинуть еще. Чтобы оно лучше отсвечивало на деталях. И силу так вот поставлю. Roughness побольше. Так, тут слишком вот много деталей у этих вот штук, поэтому можно взять, в принципе, белый в черный вот так вот опустить, немножко более сероватый. Так, теперь оно не так заметно, вот, но все еще остаются какие-то детали. То есть вот так вот. Так. Так. Как будто бы он там чуть-чуть посветлее. Ну-ка, вот этот цвет. Немножечко вот так. Можно еще попробовать добавить Realight. По-моему, мы один добавляли. Можно его сверху поставить здесь, чтобы он немножечко подсвечивал. Вот. Так, тут сделать более желтым. Чуть не таким зеленым. Так, а тут можно более оранжевым. Ну, каким-то вот таким вот. Так, давайте продолжать дорабатывать вот эти пока что начальные вещи, которые, которым нам надо еще будет так или иначе сделать какой-то постпроцесс. Потому что без него будет тяжеловато. Так, тут мы копируем вот это, то есть градиент, который мы раньше создавали. Создаем новую текстуру, Ctrl-V. Так, Base Color сюда. Ну и давайте подбирать. Так, тут нам надо взять вот такой, я думаю, цвет. Тут более синий. Так, вращаю вот в этот момент. Точнее, перемещаю. Пытаюсь найти, где оно там у нас есть. Так. Может быть, здесь Object лучше подключить. Вот. Так, он нашелся. Теперь надо взять цвета, в принципе, почти те, которые нужны. Вот только что-то вот такое вот. Так, и тут как будто бы надо roughness чуть-чуть уменьшить. Поярче сделать вот этот цвет. Ну и каким-то вот таким вот его, собственно, сделать. Так, я, наверное, сразу же вернусь все-таки на филмик, потому как меня терзают сомнения. Так, medium high contrast. Из-за того, что тут достаточно все такое насыщенное. Так. Тут есть легкий такой пересвет. Силу я уменьшу до
Что если единицу просто поставить? Просто до единицы пока что, да, получается. Так. Как-то вот так вот. Medium. А если medium контраст? Так, high контраст это чересчур. Давайте medium high контраст. Так, вернусь к этой штуке. Тут. Так, тут вот такой вот цвет пойдет. Тут у нас пойдет. Я думаю, вот такой цвет. Тут я бы хотел выбрать чуть более легкий цвет. Какой-то вот такой вот. Так, и добавить ему код, опять же таки, и рафнеса. Чуть-чуть буквально. Чтобы накинуть больше именно что детализации. Так. Как-то вот так вот. Так, тут немножечко потемнее. Тут зеленый я бы сделал более спокойный. Вот такой вот. Ну и да, с филмиком получше это все работает, но надо сейчас немножечко упростить то, что мы сделали до этого. Так, это сейчас у нас вот этот цвет, поэтому я его немножко облегчу. Тут вот так. Тут. Так. Вот так вот. Так, и надо бы взять... Вот так вот его завернуть. Ну, немножечко поперемещать. Так, тут слишком он темный, поэтому чуть-чуть посветлее. Так, тут как будто бы менее насыщенный цвет должен быть. Так ровно как и здесь. Только тут я вижу, что он повернут. Ну, он такой, он просто более внизу чуть-чуть. Затем фон как будто бы чуть более голубоватый, поэтому я бы сделал его более таким. Так, подождите, это не то. Где там наш цвет фона? Вот. Вот что-то типа такого. Так, затем. Давайте сюда накинем материал. Где оно там? Так, добавляем. Ну, пипеткой оранжевый вот этот вот возьму. Затем вот это. Ctrl-L, link материал. Так, тут скопирую вот это. Ctrl-L, link материал. Так, только рафнеса чуть побольше все-таки. И надо продублировать его. Так, и вот этот скопирую у этого. Так, и надо найти нормальный поворот сюда, потому что тут не подойдет это. Так. Так, ну только чуть более красный, наверное. Чтобы опять же таки отбивалось. Так, тут мы возьмем просто Ctrl-L Link Material, но теперь мы здесь продублируем и возьмем, ну, более такой розоватый цвет. Какой-то такой. Здесь Ctrl-L Link Material, но тоже немножко другой цвет. Может быть, чуть менее насыщенный.
чуть потемнее. Если запипетить, ну-ка. Ну вот. Типа такого. Так, далее. Так, тут я бы, наверное, рафнеса чуть-чуть больше. Так, а спекуляр у нас тут... Его чуть-чуть поменьше. Так, тут мы просто скопируем синий материал, вот этот Ctrl-L, Link Material. Но надо доработать его, судя по всему. Вот это все сбрасываю. Я нажимаю Backspace, и тогда становится, собственно... Ну, точнее, все параметры, они становятся изначальными. Так, тут... Так вот. Копирую. Вставляю сюда. Ну, чуть-чуть посветлее его делаю. Так, потом... Так, давайте-ка возьмем, скопируем вот это теперь сюда, ручку у этого. И возьмем... Так, тут у нас есть же детали-то? Да, есть. Продублирую материал, опять же таки. Так, и надо найти нормальный поворот, но вроде бы он уже есть. Ну, не совсем. Так, тут надо минус 90, я думаю. Да, и затем давайте выберем цвет. Так, еще не совсем. Тут 0. Тут 90. 180. Да, вот так вот получше. Так, и вот так вот тянем. Так, теперь нам надо взять здесь, поставить из. А здесь выбрать, ну, чуть более розовый цвет. Вот, но только еще переместить. Но давайте, может быть, мы лучше заскейлим. Вот так вот Z вниз тянем, а здесь, наоборот, перемещаем. Вот, вот так вот. Так, теперь подключаем вот это сюда. Окей. Вот, ну его надо, наверное, вот тут потемнее немножко сделать. Вот каким-то вот таким вот. Так, далее. Так, далее. Копируем вот этот вот материал, ну, точнее, вот тут, вот сюда. Ctrl-L, Link Material. Только его мы дублируем и поворачиваем под нужным нам углом. То есть, а именно 180. Даже не 180, а может быть 0. И переместить вот здесь вот, чтобы синий был сверху. Вот как-то вот так вот. Так. И тут более отчетливые вот эти вот детальки. И они более такие белые. Поэтому scale уменьшает до 10. И тут вот так вот подтягиваю. Roughness чуть-чуть поменьше, опять же таки. Более белым беру. Так, чуть больше рафнеса. Вместо белого я бы все-таки взял более этот зеленый. Вот такой вот, чтобы он не сильно смешивался. Так, scale 13. Так, нет. Так. Вот тут вот так вот поверну. Немножечко буквально. Ну, где-то на 18 градусов, просто чтобы у нас был еще вот этот цвет сверху. Так. Стоит, я думаю, вот так чуть-чуть вниз переместить. И тут вместо вот этого синего надо выбрать более вот такой. Какой-то... Ну, типа такого, что ли, цвет. Вот. Так, и чуть-чуть посветлее здесь. Так, хорошо, пока что будет так. Затем мы берем, копируем вот этот вот цвет. Тут создаем новый материал. Вставляем. Я уже боюсь представить, сколько там хронометраж получится у этого видео, но... Что поделать?
Копируем вот эту буковку. У этой буковки, точнее, берем ей материал, вот этот вот назначаем. Делаем его чуть-чуть посветлее. Так. Так, тут я возьму и все-таки еще чуть-чуть подкручу. Вот так вот, а тут более вниз вот так вот опущу. Ну и, наверное, все-таки чуть синее. Так, может быть вот так вот. Тут то же самое. Чтобы оттенки были плюс-минус похожие. Так, дотягиваем. Так, я думаю, вот так вот. Далее. Уже устал разговаривать, если честно, но чего поделаешь-то. Так, создаем материал для вот этой вот штуки. Тут мы делаем чуть-чуть буквально синеватый такой цвет. Затем, так, можем ли мы скопировать с какого-то из этих материалов? Я пока что не вижу. Давайте, где у нас там есть темно-синий такой градиент. Вот отсюда скопирую. Новый материал. Вставляем в цвет. Так, и тут нам надо все посбрасывать. И найти нормальное расположение для вот этой штуки. Так, 180. Нет. Давайте вот так 180. Нет. Тогда минус 90. Вот так вот пойдет. Приподнимем вверх, чтобы буквально сверху только было темнее. Вот. И тут надо взять его, сделать чуть-чуть посветлее. Поправить вот этот материал. Тут мы копируем. Так, что оно? Вот. Скопировали. Тут можно немножечко посветлее сделать эту область. Давайте как-то вот так вот. Я не тот цвет меняю. Так, вот таким вот образом сделаем. Тут посветлее. Ну, чуть меньше насыщенности. Чуть-чуть буквально. Так, и возьмем здесь, попробуем растянуть немножечко по Z. Так, затем нам надо добавить noise текстуру. Вообще сразу вот здесь я бы хотел, ну, чуть-чуть меньше, что ли, сделать влияние вот этих точек, чтобы они ощущались как-то поменьше. Поэтому сделаю вот так вот. И тут вот так вот. Тут сделаю чуть более синий цвет. Так, и scale я поставлю 140. Чтобы оно прям так не мельчило. Затем копируем noise отсюда. Вместе с бампом. Так, тут, кстати, сразу вижу, надо чуть-чуть буквально посветлее сделать. Вот так вот. Так, и вставляем сюда. Во-первых, бамп вставляем вот в нормал. Смотрим, что да как. Слишком зернисто. Ставим 70. Так, вот так вот. И теперь мы это же подключаем к рафнесу. Но надо теперь еще одну color рампу добавить. Черный сделать чуть более серым. Даже еще больше серого. Так, пытаемся уловить момент с нормальными бликами. Ну да, вот такие вот примерно блики получились. Так, может быть, scale поставить 40. Тут чуть-чуть вот так оттянуть. Силу до 0,2.
Так, нет, скилл надо побольше, надо 60. Вот, и получилась вот эта вот штука, собственно. Тут надо повернуть, кстати, по оси Z. Вот так вот. И еще более синим сделать этот цвет. Даже не синим, ну вот таким вот. Так. Так. Тут, может быть, сделать чуть-чуть потемнее. Ну, вот этот вот, часть вот этого рафнеса. Просто чтобы блик лучше считывался. И надо больше синего в эту область накинуть. Вот так вот. Так, затем давайте скопируем вот этот материал сюда. Link материал. Но только надо его изменить. Дублируем его. И здесь надо поставить чисто синий цвет. Поэтому я один пин убираю и ставлю. Ну, вот такой вот синий. Так, и вроде бы бамп тут уже должен быть, если я вот так гляну. Ну да, бамп здесь есть. Только силы ему бы надо добавить 0,3. А здесь для вот этого нойза надо взять и... Так, это ж он, да? Да. Надо ему разницу уменьшить вместе с соседним черным, просто чтобы он не был таким прям выпирающим. Так, смотрим. Ну и да, вот появились вот это, собственно, вот эти детали. Может быть, их, кстати, чуть побольше сделать. Scale 2. И инвертировать, может быть. Да, чтобы они вовнутрь вот так вот впивались. Так, тут хочу сделать чуть-чуть более вот таким вот. Так, затем можно вот, в принципе, в эти шарики покопировать уже этот материал, но тут... так, тут я вижу, вот надо несколько материалов добавить, судя по всему. Так, хорошо, давайте это сделаем. Давайте это сделаем. Во-первых, я возьму вот эти два шарика сразу. И просто у этого Ctrl-L Link Material просто на все сразу накинуть. В принципе, можно даже обойтись одним материалом. Ну как одним, не одним, а ну, сверху одним, а вот тут вот эти штучки можно скопировать в другой материал, вот этот вот. Как он называется? Материал 0.31. Ну, я их не называю, потому что слишком много материалов уже получится. Так, добавляем, переходим в материалы, нажимаем плюсик. И здесь наводим на вот эти кружочки, нажимаем L, 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 чтобы их выделить. Ищем 0.31 этот. Вот, нажимаем Assign. Вот, сюда мы его добавили. Так. Окей, теперь надо взять для вот этих вот шариков тоже L, L. Плюс. Ищем черный материал, который у нас тут был ранее. Так, он где-то внизу, я полагаю. Наверное, вот этот вот. Assign. Давайте его продублируем и сделаем более темным. То есть вот так вот. Так, и тут внутри тоже надо поярче рот сделать этот. Поэтому Shift-Alt еще, чтобы вот эти части выделить. Что-то они не выделяются. Так, давайте Ctrl клацаем. Сюда, сюда. Зажимаю Ctrl, просто клацаю, и оно создает вот такое вот продолжительное выделение. И ищем такой достаточно светленький материал. Думаю, вот этот вот. Assign. Это, давайте не этот. Не этот. А ну-ка, как у нас называется вот этот материал? 0.28. Давайте попробуем его. 0.28. 28. Assign. Ну и да, в принципе, подойдет. Так, то же самое делаем сюда. Только почти то же самое. Почти то же самое. То есть мы берем, во-первых, рот. Давайте рот сделаем. Ctrl. Все, выделяем то, что мы хотели. Не забываем сохраняться. Плюсик. Ищем 0.28. Assign. Затем глаза L. Так, нет. L. Так, плюсик. Ищем вот этот черный. Assign. Так, затем
Вот сюда вот этот вот материал. Давайте вот тут вот это выделю вот так вот. Затем вот здесь вот так вот. Так, и тут Shift-Alt повыделяю вот эти вот кружочки. Ну и C нажму, чтобы выделить. Давайте не C даже, а в Wireframe перейдем. И вот так вот шифтом выделим все. Затем плюс. И давайте найдем какой-то темно-синий материал. Так, ну типа такого. Но его надо продублировать и убрать вот этот вот пин. Вот, чтобы оставить только этот цвет. Roughness. Так вот. И чуть-чуть менее насыщенный, наверное, вот такой вот. Так. Ну, колпачок, в принципе, оставлю, я думаю, такой же, чтобы вот тут и там были одинаковые материалы. Так. Быть может, я им только возьму и сделаю. Хотя, в принципе, нормальный бамп подойдет пока что. Но все-таки вот здесь слишком такой темно-синий, надо еще его подсветлить. Вот так вот. Так. Скоро закончим. Скоро закончим, потому что это ужас. Я не знаю, как-то вписался в эту историю с тем, чтобы создать, ну, такую, знаете, комплексную прям сцену, но я понимаю, насколько это тяжело делается. Дублируем этот материал, делаем его более темным. Вот таким вот. Затем копируем материалы отсюда. Так, Ctrl-L, Link Material. Link Material. Так, а что оно тут? Скопировалось? Что с ним произошло не то? Давайте продублируем. Попытаемся понять, что не так. Очень странно. Скорее всего, из-за того, что у нас оно повернутое. Ну, давайте Ctrl-A. Rotation. Нет. Вероятнее всего, стоит сделать как? Так, это 0,10. Да, дублирую. Потому что я нажимал Ctrl-Z. Скорее всего, давайте просто применим эти модификаторы. Вот, и оно сразу же поменялось. Ну-ка, Ctrl-A, Scale, Rotation. Так, Rotation немножко нет. Тут еще, кстати, вот я вижу то, что есть такой некий градиент. Ну-ка, вид с камеры. Давайте Object. Может быть, UV. А ну-ка. Да, вот с UV лучше работает, потому как это, в принципе, plane. И изначально, ну, типа, это просто куб. У него уже там есть своя UV-шка. Давайте скопируем отсюда градиент. Так, и вставим его вот сюда, Ctrl-V. Так, секунду, что я не то скопировал. Так, вот это вот. Ctrl-C. Ctrl-V. Так, и надо теперь это все миксануть, я полагаю. Даже не миксануть, а вот тут вот удалить. Так, как это у нас тут было подключено? Вот так вот. Да, вот миксануть. Затем это сюда. Это сюда. Так, и давайте глянем. Ну, плюс-минус 100. Только тут слишком синий. Более такой голубоватый. Так, и давайте к колору. И вот это сюда. Так, тут получился у нас белый. Так, ну вообще, стоп. Я удалил цвет, поэтому... Где это у нас тут было? Вот, я скопирую эту color рампу, назад ее верну. Но вставлю ее... Так, стоп. Где она тут? Нет, не то. Вставлю ее после этого. После color микса вот этого. Вот сюда. Так, теперь надо это как-то взять и по-человечески сделать. Так, тут у нас темно-синий. Нам надо, наоборот, здесь светлый цвет. Вот такой какой-то. Так, и давайте, может быть, мультиплаем. Нет. Lighten. Так, я хочу градиент тут лучше уловить.
чуть-чуть приподниму вот сюда. Так, мне не сильно нравится, как оно сливается. Пытаюсь найти... Ну, в принципе, что-то похожее, что-то интересное. Как-то вот так вот, а тут давайте-ка... Вот так вот. Ну и, в принципе, плюс-минус оно. Так. Далее. Надо покопировать, собственно, еще материалы чуть-чуть. Вот тут мы отсюда скопируем вот у этой ручки. Но возьмем его... А может, у чего-то другого скопировать лучше? Ну ладно, пойдет. Дублируем. И надо его доработать, потому что он сейчас ужасно выглядит. Во-первых, тут не надо нам такой темно-темно-синий. Мы его высветляем. Во-вторых, надо найти поворот нормальный. Давайте 90. И тут чуть-чуть более вот такой вот цвет. И приподнимем буквально немножко сюда. Так, тут... Ну, вот такой вот поворот. Ну, в принципе, достаточно-таки рандомный. Давайте попробуем вот так вот сделать. Вот так, вот так. Просто, чтобы лучше сориентироваться. Так, 0, 0. Пытаясь лучше увидеть, где оно находится. Так, все, надо повернуть, значит, не по Z, а по Y на 90 градусов и даже минус 90. Так, и вот тянем вот таким вот образом. Так, еще надо подтянуть вверх его. Ну, как-то вот так вот. И получить, собственно, вот такой вот цвет. Ну, немножечко другой цвет. Ну, тут, по сути, это просто голубой. Там сверху потемнее, снизу посветлее. У нас, в принципе, то же самое, но просто немножко в другом отображении. Поэтому сделаю вот так вот, а тут просто Ctrl-L продублирую. Но продублирую вот и просто поменяю на более зеленый. На вот такой вот. Так, далее. Блин, я уже устал. Я надеюсь, это видео хорошо зайдет. Я, в принципе, на самом деле за 2 года... За какие 2 года? За больше, чем... Ну, за около 3 года уже. Впервые снимаю ролики именно в плане как серию. Поэтому я надеюсь, что это, собственно, зайдет людям, и мы будем что-то еще такое же делать. Так, добавляем Transmission. Затем Roughness поменьше. Так, и тут надо бы взять... Создать стекло какое-то. Давайте Mix Color. Ой, Mix Color, Mix Shader. Transparent BSDF. Сюда. Так. В начало. Хотя можно... Так, тут я отключу. Light Pass. Давайте Ray Depth. Нет. Подыщем, может быть, что-то здесь-то подойдет. Ну, как-то не очень. Окей, не очень. Так, давайте создадим... так, Layer Weight. Color рампу. Facing сюда. Color в Emission в силу. Так, и давайте-ка вот тут ползунки-то подвигаем. Подвигаем так, чтобы у нас края были светлыми. Только края, то есть верхняя часть у нас будет нормальная. Ну, вот такое хотя бы. Так. Тут мы возьмем более серый такой цвет, чтобы оно не сильно прям светило. Так, тут давайте вот этот материал создадим. Копируем отсюда градиент. Тут мы его вставляем.
Сразу же меняем цвета. Фиолетовенький. Здесь такой розовенький. Вот что-то такое. И затем создаем Wave Texture. Color рампу. Так, подключаем сюда. Ctrl-T. Так, нам надо создать линии, собственно. Так, scale. Где-то вот такой вот. Поставим constant. Так, и тут нам надо взять, покрутить, как мы хотим. Ну, что-то может быть такое, scale чуть побольше. Ну вот, ну и в принципе вот эти вот линии у нас есть. Только они, по-моему, посветлее, поэтому нам надо сделать Mix Color. Так. Mix Color. Подключаем. Давайте попробуем, может быть, Multiply. Давайте попробуем разные варианты. Давайте наоборот. Так, быть может еще как-то получится. Какие цвета интересные выходят. Ну, достаточно симпатично, кстати. Что если наоборот? Так. Что если здесь белый заменить на другой цвет? На вот такой вот. Чуть-чуть потолще линии. Давайте его поярче сделаем, этот цвет. Так, а здесь я бы хотел чуть больше влияния вот этого красного. Поэтому я его вот так вот приподниму. Так. Тут меньше фиолетового, чуть более розовый. Какой-то такой. Тут сделаю более белый именно что цвет. Так, здесь roughness. Так, тут что надо сделать? Давайте-ка мы IOR чуть-чуть уменьшим. Примерно вот так вот. Тут сделаем только белый. Так, и мне не совсем нравится, как выглядит стекло. Давайте пока что вот так вот. Так, может быть, вот так. Чуть-чуть посветлее. Так, ну тут у нас оно такое более светлое получилось, это стекло. Так, а что если взять Mix Shader? Возвращаем Transparent, но при этом мы подключим к фактору вот это. Так, ну и как будто бы такое достаточно приятное стеклышко получилось. Так, далее. Что у нас, по сути, немного-то и осталось. Вот. В принципе, достаточно похоже выходит. Это меня радует. Так, тут мы копируем верхний материал, link материал. Дублируем его. Так я же его продублировал, да? Не пойму. Да. Так, и тут мы делаем более синий цвет сюда. Может быть, чуть-чуть поярче. Тут мы копируем вот этот цвет, Ctrl-L, Link Material. Так, затем давайте выделим вот эти штуки. Где они там у нас? Скопируем тоже вот этот материал, Link Material. Пока что пойдет так. Тут мы скопируем. Где там у нас был такой вот этот вот Ctrl-L, Link Material.
Но только его надо продублировать, конечно же. Надо его затем повернуть по-нормальному. На минус 90. Тут 0. И давайте поднимем чуть-чуть, буквально вот так вот. А тут сделаем вместо такого синего чуть-чуть более яркий синий, вот такой вот. Так, тут надо продублировать. Так, я думаю, что тут надо немножко цвет поменять все-таки. На более синий, чтобы он лучше смотрелся. Так, а тут можно сделать вот таким вот образом. Так. Как-то он слишком с края стоит, кстати, этот объект. Я его чуть-чуть оттащу. Так, и, по-моему, он слишком утоплен. Давайте дважды точнее, GZZ, чтобы он просто чуть-чуть выпирал получше. Чтобы он был посимпатичнее. Ну и надо сделать поярче все-таки. Вот здесь вот. Вот так вот. Так, тут у нас что? Обычный такой голубоватый материал, как я посмотрю. Давайте вот этот скопируем. Ctrl-L, Link Material. Так, дублируем. И здесь вместо вот этого темно-синего я выберу, ну, чуть более такой вот, тоже голубоватый. Какой-то вот такой вот. Вот такой вот цвет пойдет. И теперь вот эти вот колечки мы сюда же. Ctrl-L, Link Material. Надо это все на самом деле чуть-чуть поярче сделать. Побелее. Вот так вот. Так, и, в принципе, тут тоже. Хотя я бы его вообще, в принципе, удалил, я оставил бы только один цвет. Так, тут мы копируем. Это, по-моему, последний объект. Ctrl-L, Link Material. Дублируем его. Так, и давайте дорабатывать, что у нас тут. 0, 0, 0. Так, ищем поворот. 0. Что-то не пойму, почему оно его не показывает. Так. Достаточно-таки странно. Ну-ка, UV. Нет. Generated. Довольно-таки странно. Поперемещаем. Абсолютно не меняется ничего. Очень-таки забавно. Очень-таки забавно. Так. Может быть, я здесь что-то не то выбрал? Да вроде бы нет. Так, а ну-ка. Да, конечно, я все по нулям поставил, само собой. Извиняюсь. Все по нулям. Иногда такое бывает, когда ты хочешь избавиться от скейла, в принципе, ненужного, и потом портишься. Так, тут мы выбираем более такой человеческий синий. Какой-то вот такой вот. А тут не такой темный синий. Наподобие вот такого вот. Так, давайте всмотримся немножечко в детали. Прямо вот в детали. Ручка вот эта. Ее надо менять. Ну, малость поменять ей цвет. На вот такой вот синий. И здесь, ну, тоже на более синий цвет. Так, затем, вроде бы все остальные материалы окей. Тут, возможно, стоит сделать чуть-чуть посветлее. Далее. В принципе, если так присмотреться, особо косяков я не вижу. Даже вот эти цвета, в принципе, когда мы добавили филмика, они стали более отчетливыми. Так, тут я бы хотел все-таки чуть-чуть цвет докрутить до какого-то такого. Можно еще добавить Point Light вот в эту область. Так, вот сюда. Но сделать его прям еле-еле светящим. Даже добавляющим такой цвет. Не розовый, может быть, какой-то такой вот.
Так, где он там? Давайте Area Light. Просто чтобы оно чуть-чуть посветлее было в этой области. Так, тут я... ну, в принципе, хотя оно вроде бы тут достаточно нормально. Так. Тут чуть-чуть вот такой вот. Я его скопирую, наверное, вставлю сюда. Вот сюда он вроде здесь, да? Нет. Нет, он сюда не катит. Давайте вручную тогда доберем. Вот так вот. Так, и в принципе... Я так посмотрю. Вроде бы все у нас есть. Тут слишком светлое стекло, надо его чуть-чуть приглушить. А я ему сделать, давайте вот таким вот. Так, ну стоп, ну только тогда надо, наверное, все-таки тогда ярче. Так, тут... Па-па-па-па-пам. Чуть-чуть вот так вот. Вот такое вот, собственно, стекло. IOR 1.1. Roughness вот так вот. Так, тут я отключу отсюда. Здесь просто микшейдер немножко подвигаю. Попытаюсь найти поприятнее значение. Типа вот такого. Ну и вот, что-то типа вот такого вот. И в принципе, да, я посмотрю так, все окей по всему остальному. Что теперь стоит сделать? Стоит это все отрендерить, и мы сейчас быстренько зайдем в Photoshop, чтобы взять, сделать постпроцесс ему некий. Так, что у нас тут? Filmic, Medium, High Contrast. В принципе, с этим все окей. Затем настройки давайте поставим ему 256. Ну, разрешение 1600 на 1200. Давайте побольше. Давайте вот так вот. 1600. Как оно? Оно у нас вот так вот было. Просто поставим 200. Вот, и выключаю я здесь performance. Вот здесь U-styling, чтобы оно быстрее рендерилось. Вот, поэтому я начинаю рендерить, и уже следующий кадр будет у нас в Photoshop. Итак, мы в Photoshop. Вот наш финальный рендер. И давайте Ctrl-J, чтобы продублировать это все. Затем правая кнопка мыши Convert to Smart Object. Ctrl-Shift-A. И переходим в камеру RAW. Вообще это можно там сделать отдельно, ну, отдельными инструментами. Вот. Но я люблю просто ею пользоваться. Вот. Ну, вообще, этот шаг, он уже не обязательный. То есть дальше вы можете делать так, как вы хотите. Но я люблю дотягивать вот такие вот детали. Я дотягиваю контраст. Затем saturation. Вот таким вот образом. Затем в деталях я добавляю sharpening, чтобы более острые детали у нас были. В эффектах я хочу добавить зернистости, добавляю grain. То есть смотрю, как вот это добавляется. Так, вот добавляется. Ну, и вот столько грейна, я думаю, хватит с головой. Так, потом можно чуть-чуть тени сделать более глубокими. Так, чуть-чуть вот так вот. При этом взять хайлайты, немножечко добавить. Чуть-чуть. Может быть, экспозиции. Буквально чуть-чуть. Так, тяжело добавить. Вот так вот. Так, и в целом, давайте контраст. Давайте даже не контраст, а saturation чуть-чуть пониже. Вот. И можно попробовать отдельно вообще в Color миксере желтый сделать более таким вот насыщенным. Вот видите, мы типа отдельно влияем на него. Вот. Так, оранжевый. Чуть-чуть сюда. И чуть-чуть более насыщенным тоже. Так, что у нас тут еще может быть? Можно еще вот этот вот цвет. Так, вот очень аккуратно тянем эти все ползунки. Нажимаем ОК. Ну и вот если мы вскроем этот слой, мы видим то, что мы сделали определенные улучшения.
И вот, в принципе, тот рендер, который я вот столько готовил. Я не знаю, но получилось, наверное, во всех видео часов, может быть, 6, ну, может, 5-6, где-то так часов. И в целом это все. Если вам понравилось, пожалуйста, оставьте лайк, оставьте комментарий, дайте мне знать, надо ли мне еще делать такие эксперименты по таким комплексным видео. Вот, а там уже, отталкиваясь от ваших комментариев, я буду думать, делать мне такие вещи или нет. Вот. Ну, соответственно, исходники вы можете найти исходники вообще каждого занятия у меня на Патреоне. Да, я завел себе Patreon, и я туда буду выкладывать исходники каждого видео, и там будут еще дополнительные материалы. В принципе, люди уже там по чуть-чуть подписываются, за что им огромное спасибо, поэтому ссылка на Patreon будет сразу же в описании, там же будут и исходники. Так что да, если кто-то захочет меня поддержать, всем буду благодарен. Вот, с вами был Назарий. До скорых встреч.